На следующем этапе мы будем вырезать лепестки розы. Для этого смачиваем рельеф водой и с помощью скальпеля начинаем формировать форму лепестков. Начинать работу лучше с центра розы, с самых маленьких деталей барельефа. В этот момент не торопитесь, аккуратно срезайте лишнее, чтобы получались точные края лепестков и красивая пластика их формы. Последите за тем, как я формирую сердцевину цветка. В этот момент передо мной стоит задача сформировать четкую правильную форму центра розы. Далее эти формы мы будем шлифовать с помощью наждачной бумаги, поэтому сильно вылизывать тела лепестков не стоит. Далее нам понадобится брусок для шлифовки и абразивная сетка. Я использую сетку фирмы Бибер, маркировки R100. Нам необходимо вырезать сетку по размеру бруска. Я взяла уже использованный ее кусок и вырезала новый. Далее необходимо сетку вставить в зажимы и зафиксировать ее с двух сторон. Вот так. На следующем этапе надеваем респиратор и приступаем к шлифовке крупных элементов барельефа. В этот момент мы снимаем верхний грубый слой шпаклевки и поправляем края лепестков. Во время шлифовки следите за плавностью формы каждого лепестка. Так мы снимаем слой шпаклевки, пока не добьемся ровной поверхности каждого элемента. Обязательно на этом этапе необходимо следить за тем, как падает тень по форме лепестка.
Для этого включаем яркую подсветку и смотрим, где форма выглядит мятой. В этом месте мы должны снять материал так, чтобы линия тени стала цельной и плавной. Двигаем лампу, опять смотрим форму тени и удаляем все неточности. Так необходимо поправить каждый лепесток барельефа розы. Сначала подсвечиваем, определяем неточности и удаляем их с помощью бруска. Чтобы было понятнее, к чему необходимо стремиться, я вам покажу формы лепестков на модели розы. Нам необходимо создать вот такие округлые формы в виде плавных волн. Я вам их показываю карандашом. Далее нам понадобится кусок той же абразивной сетки. Сворачиваем ее пополам и начинаем дорабатывать места смыкания и края лепестков розы. Прежде чем вы начнете выводить форму лепестка, посмотрите на него с разных сторон, под разным освещением, и тогда приступайте к шлифовке рельефа. Найдите красивую плавную линию края. На следующем этапе, когда все лепестки розы выровнены и форма их уточнена, приступаем к шлифовке барельефа средней наждачной бумагой марки от R240 до R500. В этот момент мы еще раз должны уточнить все линии края лепестков и выровнять их по плоскости. Для этого необходимо проводить по рельефам рукой, нащупывать неточности и шлифовать до тех пор, пока форма нас не устроит. Советую вам ставить свет так, чтобы вы могли видеть падающие тени рельефа и выявлять тем самым все неточности формы. На последнем этапе мы должны взять шлифовальную бумагу марки от 1000 до 2000 и окончательно довести поверхность барельефа до гладкого состояния, как фарфор. Так как мы работаем унифлотом, на барельефе при шлифовке могут появляться ямки и рытвинки. В этом нет ничего страшного, мы их дальше зашпаклюем. Главное в этот момент вывести линии и плоскости лепестков, довести их до идеального состояния. Далее наносим пропитку глубокого проникновения по всему барельефу с помощью строительной кисти. Пропитку оставляем просушиваться не менее 1 часа.